Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Запекаем овощи по рецепту моей грузинской подруги. Получается очень вкусно, просто, полезно, быстро, без всяких заморочек. Уникальная, вкуснейшая заправка. Советую готовить вместе со мной. В описании под видео указано количество ингредиентов. Все овощи я помыла, обрезала плодоножки и для красоты нарезаю вот таким вот фигурным приспособлением, чтобы получались такие красивые рифленые кругляшки. Так я нарезала кабачки. Ну, а баклажаны тяжело нарезать, поэтому я их очищаю от кожуры, она достаточно плотная, ну и только потом уже нарезаю. И баклажаны, конечно, обязательно нужно посолить и оставить на какое-то время, чтобы они отдали свою горечь всю и лишнюю влагу, поэтому я складываю в миску, солю и оставляю на 15 минут, пока буду заниматься приготовлением других овощей. Отставляю в сторонку. Лук буду использовать вот такой вот ялтинский, красный, но в принципе можно абсолютно любой, обычный, белый, репчатый. Нарезаю его полукольцами. Я использую одну луковицу, ну вы как хотите. И для красоты я беру один желтый сладкий перец и один красный. Хотя можно запекать и обычный зеленый. Тоже очень вкусно. Это, так сказать, для эффектности внешнего вида. Удалила плодоножки, семечки и нарезаю на вот такие вот полосочки приблизительно шириной 1 сантиметр. Далее я противень застелила пергаментной бумагой и теперь вот выкладываю полосками сначала кабачки. В принципе, все равно в каком порядке. Ну вот делаю вот так. Потом баклажаны и уже посередине у меня будет лук и перец. Также точно можно еще запекать отдельно помидоры, потом с них хорошо кожура снимается и все это делать в виде салата. Я делаю таких 2 противня, потому что при запекании овощей, конечно, становится намного меньше. И этот салат очень вкусный, он разлетается на ура. Присаливаю обязательно, соль, перец по вкусу. И сверху поливаю немножко растительным маслом. Можно полить оливковым, тут уже тоже как хотите. Духовка у меня разогрета на 200 градусов, режим конвекции. Запекаю приблизительно 30-40 минут. И делаю эту самую вкусную заправку. Наливаю в миску растительное масло, добавляю кавказские приправы, сушеный базилик. И тут я порезала 1/3 часть острого стручкового перца. 2 зубчика чеснока натираю и свежую петрушку, небольшой пучок сюда я режу. И также я добавила сюда чайную ложку лимонного сока. Кавказские приправы берите любые, просто чтобы на пакетике было написано именно кавказские приправы или кавказские травы. Тут уже не важно. Все это перемешала, заправка готова, овощи испеклись, теперь я их складываю в миску и каждый слой поливаю этой заправкой. Как видите, на приготовление этого блюда уходит совсем мало усилий, немного времени, собственно говоря. То есть можно готовить в сезон овощей такой салат или такую закуску практически через день. Тем более, что действительно очень вкусно, нравится всем. Получается такой пикантный вкус. Обязательно нужно, конечно, дать этому салату настояться. Ну, хотя бы какие-то 30-40 минут. В идеале, допустим, делать с вечера и есть уже на завтра. Тут уже как получится. И изюминка этого салата – это грецкие орешки. Я их порезала так достаточно крупно, посыпаю сверху, не перемешиваю пока ничего, накрываю крышкой, ставлю в холодильник. И потом уже можно пробовать, но хотя бы час-два, чтобы они постояли, ну минимум 30 минут, а в идеале готовьте с вечера. Надеюсь, видео понравилось, жду ваших отзывов, подписывайтесь на канал. Всем желаю мира и добра. Пока!